Всем привет, дорогие! На карте Демираж захотелось мне создать для вас небольшую подборку очень интересных и реально полезных смоков. Потому что бывают крутые, классные смоки, но как бы применения им не найти. А вот о полезных смоках как раз-таки и пойдет сегодня речь. Ну, естественно, я не буду показывать там смок на голову, смок на хелпу и так далее, потому что все эти смоки и так всем известны. А вот смоки наподобие этого наверное, не всем известно. Итак, идете вы просто на сигарету, целитесь вот сюда, кидаете в эту область смачок, который летит вот таким вот образом на ковры. Смог чем хорош? Тем, что, ну, часто бывает, что ты один и тебе нужно перегородить именно не, например, яму, а как раз-таки ковры. И этот смог кидается довольно просто. И, соответственно, вам не нужно там подходить, например, на рабана, кидать вот таким вот образом какой-то смог, то есть там попадет, не попадет и так далее. Но, кстати, этот смог тоже, обратите внимание, можно кидать таким вот образом. Подходите, правой кнопкой мышки зажимаете, целитесь в борт и просто опрокидываете. Ну и он летит, четенько падает на ковришки. Но если нужно все сделать быстро, вы там, например, занимаете аплент, видите, что раша никакого нету, идете на сигарету и кидаете в эту область смачок. Смок, еще раз говорю, заходите за сигарету, целитесь, ну, чуть-чуть правее вот этой двери, и дальше в прыжке с нажатой кнопкой W, то есть идете вперед, кидаете, и он об эту плоскость отбивается, падает на ковры и хорошо перегораживает полностью игрокам атаки, которые, возможно, уже находятся на коврах, полностью весь вижен. И увидеть здесь никого нельзя. Дальше. Еще один смог. Один смог когда-то давно нам показал Guardian. Его я решил включить в этот гайд. Смог фейковый. Классно. Опять же, помогает вашим тиммейтам, выходящим на бэпленд, выпрыгивать из окошка. Ну, сейчас я полечу еще раз на позицию. Значит, становитесь в этом углу. Целитесь вот в эту точку. Берете разгон и кидаете. Смог летит, летит, летит. Падает на точку Б. И перекрывает игрокам на форесте вижен. И вы можете выходить и убивать зигзаг, к примеру. Ну, его надо кинуть желательно чуть-чуть сильнее. То есть целитесь в точку. Вот так вот кидаете, по идее. Он летит. О, вот этот смог получше. Вот этот смог точно, видите, перекрывает полностью игроку на форесте. Ну, не только на форесте, на самом деле, из этой популярной позиции, то есть он даже за белым фургоном, если будет стоять и выйдет сюда, он ничего не увидит. Вы же можете фокусировать хорошо зигзаг. То есть падаете и убиваете под собой здесь, здесь, здесь. Ну, естественно, желательно перекрывать также, например, каким-то смоком вот эту позицию. Но это, опять же, могут сделать террористы, которые выходят уже под Б. Но если перегородили себе вот так вот как-то, то, соответственно, можно фейковать. Ну и, соответственно, кинули смок и пошли на ковры. И вышли через ковры, например, на шифте. А кто-то вышел через яму. И бомбу установили на А-пленте, а А-плент вроде как должен охранять, к примеру, один человек. Если игроки на Б-пленте постараются сфокусировать внимание абсолютно всех. Дальше неплохой смог, который перекрывает хелпу, но так называемый джангл. То есть он перекрывает не вот эту позицию, а он перекрывает арку. Зачем это нужно? Арка перекрывается, если у вас кто-то выходит через коннектор. Соответственно, стоите вы, упершись в эту деревяху, поднимаете по вот этой точке прицел вверх и с маленького шага кидаете смог. Смог отбивается об эту вот стеночку и перекрывает. Ну, чуть-чуть шаг должен быть больше. Чуть-чуть. Буквально тут, ну, нужно потестировать. Чуть-чуть больше шаг сделайте, и смог перелетит ровно по центру, и вы перекроете своему тиммейту, который заходит через коннектор, очень важную позицию, потому что отсюда обычно хелпает человек. Дальше интересный и важный смог, но опять же, мне пришла в голову мысль, что если 5 человек отсюда возьмут 5 смоков и кинут вот такие вот гранаты, просто вот таких 5 смоков, которые летят куда-то на плент. Один смог, там, не знаю, сюда вот на сигарету прилетит, другой смог прилетит куда-нибудь на плент, третий смог прилетит еще куда-то. Ну, в общем, 5 смоков кинуть. Представляете, что это будет? Это будет такая инфа. У нас 5 смоков на, и в этот момент вы на шифтах за, там, сколько,
секунд 10 подходите под Б и сразу начинаете выходить. Мне кажется, что вас тут будет принимать максимум один человек, потому что 5 смоков на А все-таки, ну, это очень много. Единственный нюанс, ну, может быть, кому-то одному все-таки нужно находиться в яме, кинуть декой, постреляться, чтобы его здесь спалили. Тогда точно это внимание сфокусирует очень круто. И, в общем-то, все. В общем-то, все. Ну, кстати, запомните, что отсюда еще можно кидать смог на коннектор. Вот так вот вы стоите, целитесь в этот угол, кидаете без какого-либо разгона смог, он летит, летит, летит и взрывается в коннекторе. Ну, чуть-чуть левее надо взять. Тогда он перекрывает хорошо. Но он не перекрывает, с другой стороны, верхний этаж, видите? То есть отсюда все видно. Но, с другой стороны, по низу вы можете спокойно перемещаться, и вас никто не заметит из коннектора. Плюс вы можете, например, сами в этот смог идти под какую-то флешку. Но я бы не советовал. Вот такие вот смоки. Надеюсь, вам этот гайд понравился. Извините за звуки моей клавиатуры. Все-таки синие переключатели, поэтому не получается беззвучно записывать. Но я думаю, данный гайд был вам полезен. До новых встреч. Пока-пока.